Подсказка найдет тебя в самый нужный момент. Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию полный ченнелинг, потоковое чтение Таро. Эта подсказка найдет тебя в самый необходимый, в самый нужный момент. Настройтесь на себя, на свои энергии, на свои потоки, на свою ситуацию в личной жизни, в отношениях, на работе, в бизнесе. И получите подсказки, советы, послания высших сил, а может быть инсайты, для того, чтобы помочь себе принять решение, что-то осознать, что-то узнать, что-то открыть, на что-то открыть глаза и даже сказать себе правду. Давайте начнем с того, что, смотрите, интересно, выпадает император и умеренность. Здесь прямо выпадает искусство владения собой, искусство владения властью. И, возможно, на канале у нас зритель, который мечтает обрести власть и самоконтроль, а может быть власть над своим искусством. Но все это мы посмотрим немножечко позже. И по традиции, друзья, мы посмотрим не просто, что вам важно знать сегодня и сейчас, этот расклад можно еще так назвать, а мы посмотрим, как видят вас сегодня карты Таро, что они считывают с вас или кто пришел на расклад. Давайте начнем смотреть. Первая карта. Ну, смотрите, здесь журналист. Журналист у нас принц жезлов, да. Принцы у нас обычно здесь, по-моему, это... эти рыцари, да, рыцари. Человек целеустремленный. И вы человек целеустремленный. И вы человек, который, склонны к тому, чтобы оперировать правду. Вы человек, ищущий правду. Вы ее ищете, но вот вопрос. Как вы эту правду используете, да? То есть журналисты, которые, действительно независимые журналисты, они обычно бедные журналисты, да? А есть журналисты, которые, работают на кого-то, да? Вот нужно понять, ваша правда работает на вас лично или она работает на кого-то. Возможно, вы как человек, ищущий правду, ищете в этом потоке себя. Вы пытаетесь, может быть, разобраться в ком-то, но в конечном итоге разбираетесь в себе, потому что рано или поздно каждый журналист встает перед вопросом, да, а на кого он работает, кому правду и какую правду он преподносит, да, и правда ли это на самом деле. Так, хорошо, вы человек, ищущий правду. Окей, дальше что смотрим, что идет в потоке. Разбитое сердце у вас. Возможно, вы пережили недавно разрыв отношений, неудачу какую-то потерпели. Обычно это о разбитом сердце и о какой-то серьезной неприятности, тройка мечей. И вы человек, переживший боль. Может быть, вы стремитесь уйти от боли или быть подальше от боли, или обвинить кого-то в своей боли. Вы, может быть, вините кого-то в своей боли, да, но обычно, когда нам больно, да, мы ищем первопричину, и, как правило, мы находим ее не в себе, да. И иногда это правда, а иногда это не очень правда, да, то есть иногда действительно кто-то причинил боль, а иногда мы сами себе боль причиняем, да, но закрываем на это глаза и ищем действительно какие-то, крайнего это называется искать, правда ведь? Человек, который пережил боль, разрыв, неприятность, какое-то потрясение или, может быть, сошлись просто, вы с кем-то схлестнулись в одной точке, да, и это вас затянуло, да, эта ситуация и причинила боль, да. Хорошо, дальше идем смотреть. Королева жезлов здесь, видите, здесь и рыцарь жезлов, королева жезлов. Смотрите, здесь
публичное лицо какое-то или публичный деятель, да, вот, или общественный деятель, да, public defender, общественный деятель. Ну, смотрите, королева жезлов и рыцарь жезлов, возможно, вы любовник и любовница, да, вот тоже такое, ну, формат ваших отношений, любовник-любовница, и вы тут подразбиты у вас сердца. Но здесь еще и снова, да, карта о управлении ситуацией. Здесь вы ищете правду, может быть, правду о мужчине или правду о женщине. Может быть, ищете правду о том, кто вас обидел, по какой причине происходит та или иная ситуация. Ну и пытаетесь управлять ситуацией. У нас сегодня расклад Таро для мужчин и для женщин, поэтому неважно, кто вы, мужчина или женщина, вы все равно ищете, ну, как бы, способ управлять ситуацией. Как бы вам не было больно, какая бы правда и неправда была, вы просто вот пытаетесь управлять этой ситуацией. Или найти рычаги давления, или рычаги управления той ситуацией, в какой вы оказались. То есть вы пытаетесь взять ситуацию под контроль, как бы вам не было больно и какая бы правда вас не окружала. Окей. А что ж сегодня такое-то, такое-то, такое? Прям десятка мечей выпадает. А это руина или разрыв, или прекращение, или разлом. Да, тут разрыв, тут руина, да, или разлом. Или, ну, давайте так скажем, полный звездец, как говорится, да. Смотрите, вы как бы, вот здесь 2 огня и 2 воздуха, да. Вас карты видят как человека, в принципе, с одной стороны, полного жизни, а с другой стороны, полного, сейчас я скажу чего, боли, страдания и некой какой-то даже вот упадничества чего-то такого, сейчас я скажу, пораженчества, вот, поражение это даже, вот даже, или упадничество, да, это больше. То есть, с одной стороны, у вас очень много энергии, а с другой стороны, вы... То есть, вы как минимум делаете хорошее лицо при плохой игре. Вот такое вот состояние у вас. И вы, то есть, или от чего-то только что отказались, или что-то прекратили, или с кем-то разорвали. Или стоите вот перед вопросом, как управлять тем, что уже, по сути, ну, чем невозможно управлять, да. Ну, может быть, у вас там автомобиль ломается, к примеру, да, это обычно это средство передвижения еще, да, такое. Ну, например, ваш Мустанг, да, уже износился до того, что не едет, а вам надо ехать, и вы не знаете, как управлять этим. Точно так же отношения, например, да, ваши отношения уже дошли до 13-го аркана, смотрите, 10 и 3, 13. И вообще вот здесь математически пока что энергия Мартидо, да, на этой карте, она концентрирует свои энергетики. То есть у вас, вот вы находитесь в таком сильном трансформативном потоке, что я вот немножко смотрю на вас со стороны и удивляюсь, как вы находите на это все силы. То ли вы все тянете на себе, как человек, да, как лидер, как руководитель, то ли вы действительно в потоке какой-то противостояния правды, неправды, хорошего, плохого, света и тьмы, что действительно это вас как бы, может быть, уже, ну, давайте скажем, мягко говоря, убивает, да, или приносит вам не пользу, да, отрицательную пользу вам приносит, да, вот так скажем. А вы все еще так вот бодряком, бодритесь, вы как гепард, как рысь, да, там, ну, как вот, как живой, да, человек. Делаете вид, что все хорошо, да. Ну, вот такой почему-то идет поток сегодня, да, интересная карта сегодня. Давно я не брал в руки шашек, как говорится. Давайте посмотрим еще, что видят о вас. Ой, вы еще и, в общем, смотрите, вы еще и король жезлов. Смотрите, это вообще просто какой-то капец. И я был прав. Вы действительно актер или актриса, где, когда все плохо, вы не подадите виду. Смотрите. И я вам скажу, у вас в ситуации 13-й аркан просто вами, ну, вы в нем живете, давайте так скажем. То ли вы живете в какой-то опасной ситуации, то ли в критической ситуации. Может, я не знаю, может, вы выгорели на работе. Смотрите, все 3 огня, и мы собрали рыцаря жезлов, мы собрали королеву жезлов, мы собрали короля.
Это король жезлов, это королева, это не хватает еще принцессы, да, ну принцесса это паш. Ну посмотрим, где она выпадет. То есть, по сути, вы сгораете на работе, управляете ситуацией, боретесь за правду, делаете вид, что все хорошо, да, вот. Может быть, вы на каких-то, ну, не знаю, витаминах, там, ну, принимаете какие-то энергетики, да, много кофе пьете, может быть, какие-то антидепрессанты принимаете. Я ничему никого не призываю, я просто предполагаю, да, вот столько энергии выдавать человек может, ну, обычно рок-звезды, да, они прогорают быстро. Почему? Потому что они энергетики, всякие вещества принимают, чтобы гореть ярче, да. То есть, по сути, вы как бы делаете вид, что вы горите на всю, но уже даже сами обстоятельства говорят там, эй, ого, ого-го, притормози, остановись, нажми на тормоз. Ну вот такой вот поток идет. Вот такая у вас ситуация в жизни. Хорошо, а мы сегодня духа будем подключать. Я люблю его подключать, поэтому настройтесь на себя, на своего духа, на ангела-хранителя. Давайте спросим вашего духа, а как дух видит вас, да? Вашу ситуацию, вас как личность, может что-то он скажет вам. Ой, здесь еще и кто у нас? Король мечей. Боже, вы еще и очень умный человек, очень умный, да, то есть вы такой логик. У вас очень много качеств таких, вы знаете, собрано лидерских, вы лидер по натуре, управленец хороший, вы звезда по натуре. А вы человек, борющийся за правду и за справедливость. То есть вас как бы видят как человека, ведущего какую-то свою игру. Но вот знаете, смотрите, у вас тут только огонь. Смотрите, как интересно, уникальный сегодня расклад. Вы не просто так зашли сегодня. Идет волна. Огонь, воздух. Огонь, воздух. Огонь, воздух. Смотрите, вы рискуете. Вы рискуете прежде всего. У вас опасная ситуация. Я объясню почему. То есть вы находитесь в опасной ситуации, где вы можете себе навредить. Почему? Тройка мечей, десятка мечей, 13-й аркан и все. То есть математически у нас 13-й аркан. А вот эта карта, она о вас, но вы можете сами себе навредить. Вот о чем. Понимаете? То есть ума у вас хватает. Все хорошо с умом. То есть вы не глупый человек. Но где-то, знаете, вы перегибаете палку, и вы где-то рискуете навредить себе путем перегорания, выгорания, ну или самопожертвования. Вот такое. Вам стоит подумать о себе, о своей защите, это вам карты говорят сейчас. Ну, о сохранении даже, не сколько о защите там от магии какой-то и так далее. Хотя я не знаю, может вы воюете здесь с кем-то, да, не на жизнь, а на 13-й аркан, да. И, знаете, вы просто вот настолько вошли в образ, вот, погрузились в эту игру, что не замечаете, что нужно либо менять правила, либо нужно отдохнуть, либо нужно сменить партию, либо играть не за белых, а за черных, или не за черных, а за белых. Понимаете, да? Вот, может быть, вы такой борец за справедливость, а вам наоборот надо за какую-то мерзость побороться. Да? Ну, я пример привожу, да, то есть ваш интеллект и ваша энергетика, то есть у вас то в жар, то в холод. То в жар, то в холод. Жар, холод, жар, холод, жар, холод. Вот здесь смертельный холод. А здесь и опасно смертельно. А здесь такое роковое предупреждение какое-то звучит. Может быть, уменьшить количество концертов. Может быть, уменьшить количество интеллектуальной и мозговой деятельности. Может быть, меньше пытаться контролировать, управлять. Может быть, меньше доказывать. Может быть, какую-то анестезию принять, да, какие-то обезболивающие. Может, у вас что-то уже болит, там, например, особенно зубы, головная боль, сердечная боль, печень. Вот такое вот. Все, что огонь, это печень, сердце и кровеносные сосуды. А все, что мечи, это интеллект, голова, суставы, да, вот такое вот. Ну вот в таком состоянии. Так что дух вас просто предупреждает, будь бережен к себе, будь внимателен, защити себя и, возможно, посмотри на свою ситуацию со стороны. Может быть, этот расклад тебе не просто так сегодня, да, я вот открыл его, вы открыли, да, я вам его открываю с помощью эгрегора Таро, да, чтобы вы действительно внимательно послушали этот расклад, может быть, не один раз, не два, а может быть даже три под него даже позасыпали, да, и
взяли себе какой-то, может быть, урок, да, шахматной игры или подсказку, да, о том, как вести дальше партию жизни, да, как играть эту партию на сцене своей жизни. Ну, вот такой интересный, да. А как вы считаете, вот насколько это про вас? Насколько вот я попадаю в точку? Или вы вот вообще мимо, да, напишите? Но мимо не пишите, потому что нельзя писать мимо. Напишите: ой, это не про меня. Не. У меня вот вообще настолько все классно. Но вот лучше вот так напишите. Окей, давайте посмотрим. Нужно ли, первое, вам что-то доказывать? Вот, давайте пойдем по инсайтам. Нужно ли вам что-то доказывать? Мы проверяем сейчас этого журналиста. Нужно ли вам сейчас что-то доказывать? А вам, вот видите, я вам сразу сказал, вам должно быть пофиг. Вам не нужно ничего никому доказывать. Вам не нужно объяснять, уговаривать, оправдываться, объяснять, уговаривать, оправдываться и доказывать свою правоту. Дурак, ну, сами понимаете, да? Так оставьте невинные споры, я уже все всем доказал. Лучше гор могут быть только горы, да? Здесь, ну, не горы, здесь риск, да? Вам должно быть, извините, давайте я так скажу, плевать на то, что чья правда будет, ваша или чья-то. Слышите? Нет, вам доказывать не нужно. Вам нужно перейти в состояние Будды, 0, да, полный 0. И действительно, смотрите, вот эта карта, она говорит о полной перезагрузке, вот 13-й аркан, да. Ваша жизнь пытается вам, ну, как бы перезагрузить событиями вокруг вас, да, вашу жизнь. Ну, ваша судьба, вашу жизнь пытается перезагрузить, а вы сопротивляетесь. Вот здесь, вот в этой карте вы сопротивляетесь. Да, может быть, вы уже отдаляетесь от какой-то точки соприкосновения, и может быть, вы пытаетесь это сделать на дистанции по этой карте. Это дистанционная карта, рыцарь жезлов, это всегда идти отсюда куда-то, да, преследовать какую-то свою цель. Но вам должно стать по барабану. Почему так? Потому что вот вам дух подсказывает, а это и есть дух. Дух говорит: ну, выбрось все полностью перезагрузись, ляжь на дно, успокойся, да, остынь, забудь и прекрати. Слышишь? Ну, вот так вот. Что у вас больше всего болит на самом деле? Давайте спросим, что болит больше всего на самом деле? Да что ж сегодня такое? Принцы, да? Принцы, основные карты, да, вот такие выпадают в основном. Именно вот, как они, придворные арканы, да? Но смотрите, принц кубков. По принцу кубков у нас это паж, да? Что у вас болит? У вас болит шоу, эмоция. То есть у вас болит и где-то может быть самокритика, то есть как вас воспринимают другие, как вас воспримут другие. То есть что у вас болит? У вас болит ваш имидж больше всего. У вас болит ваша душа, потому что, возможно, вас восприняли как-то по-другому. У вас болит ваша душа по отношению к тому, как к вам относятся. А вот эта карта говорит о чем? Да тебе же должно быть по барабану. То есть, может быть, вас кто-то раскритиковал, сказал какое-то слово, зацепил вас. Вот это слово, а вот это душа. И вот это идет, оно идет извне. И мы смотрим, что у вас болит. А то, что у вас болит, оно вызывается тем, что извне. Понимаете? Здесь у вас болит вот оголенный нерв. Вот он, нерв. Вот это нервы, все. Оголенный нерв души у вас болит. И вы вот человек, вот такая душа, которую легко зацепить, потому что вот художника каждый может обидеть, да? Художника каждый может обидеть. А вам нужно стать таким художником, который может обидеть каждого, да, вот наоборот трансформироваться. Поэтому что у вас больше всего болит? У вас болит то, как вас видят другие, это вас цепляет. То есть вот как минимум вы не вывозите критики. Почему? Потому что энергии уже у вас противостояния нету, да? Или вы все воспринимаете очень близко к сердцу, потому что тройка мечей – это часто сердце, да, тут нарисовано. Ну, здесь другая колода. Немножко это стиль, господи, вылетело из головы.
меня этот Кроули меня проклянет, да. Это стиль Кроули. Фамилия вылетела, бывает, это уже переработал сегодня. О, это значит и мне так надо отдохнуть, да, карты мне говорят. Ну давайте. Хорошо. Над чем вам важно сохранять контроль прямо сейчас? Это центральная карта, напоминаю, да, у нас 5 центральных карт и одни крайние додаткові, да, це поради духу дополнительные. Ну что, давайте, над чем важно, что важно контролировать? Что важно контролировать? Знаете, вот вы не узбагуетесь. Вам важно контролировать то, чем вы управляете действительно. Вам важно контролировать свой творческий процесс, свой бизнес, свое дело и, возможно, магию. Опять-таки, мы сегодня не будем делать диагностики на негатив здесь, но где-то акценты свои ловите. Да? Если я говорю, контролируете магию, значит контролируете. Неважно, это на вас магичат или вы занимаетесь магией, контролируете ее. Okay? Ну и может быть вам важно контролировать мужчину, особенно женщине, а мужчине важно контролировать женщину, услышьте это. Тут тоже может быть. Еще я бы вам посоветовал, может быть, все-таки, хоть дух и говорит, забей, да, условно говоря, на что-то, вам важно контролировать качество и правила игры, да, потому что же вы вот играете здесь, да. Ну, может быть, действительно важно сыграть красиво, может быть, важно не потерять лицо все-таки, да, потому что здесь управление, а здесь ваше мастерство. Есть такая золотая пословица: мастерство не пропьешь, да. А кто в теме, тот поймет, о чем я говорю. Но здесь это говорит о том, что да расслабьтесь вы, дух вам говорит, расслабьтесь. Ваше мастерство настолько велико, в случае чего, да, вот то настоящее мастерство, что как бы вы на букву Х не играли, вы все равно сыграете хорошо. Окей? Окей. Давайте так, спросим, с чем действительно нужно покончить навсегда? С чем действительно вам нужно покончить навсегда? Давайте спрашивать. Вам наконец-то нужно принять решение. Это всегда принятие решения, двойка мечей. Смириться с чем-то — это раз. То есть есть некое возмущение по поводу чего-то. Вот вы с чем-то не можете смириться. А раз вы не можете смириться, нужно прекратить. То есть нужно смириться. Слышите, да? То есть нужно прекратить несмиренное состояние. То есть нужно что-то принять. Запомните это. Что вам нужно принять? Не будем расшифровывать, это дополнительные карты. Я хочу как можно больше раскрыть вам сегодня подсказок. Да? Поэтому с чем нужно заканчивать? Нужно принять решение и смириться. Может быть, смириться с тем, что нужно принять решение. А может быть, просто принять решение и смириться одновременно. Мир, да, здесь peace, это вообще карта мира, это примирение. Вам нужно закончить какую-то войну и какой-то конфликт. Но прежде всего, вам его нужно закончить с кем? С самим собой. Вот чем-то вы недовольны. Что-то вы доказываете. Слышите, у вас начинается с возбуждения. Да? У вас натянутый нерв, больной нерв. Может зуб болит, а может душа болит, а может голова болит уже от этого. Слышите, да? Вот поставьте на паузу сейчас, прежде чем ставить на паузу, дослушайте. Подумайте, как вы считаете, с чем вам надо смириться и какое решение вам нужно принять. А потом напишите в комментарии. Давайте посмотрим ваше мастерство. В чем вы великолепный мастер? Ну, не мастер, а в чем вы рок-звезда, например, да? Если вы только не музыкант, да? Ну, тут маг сидит возле каких-то своих таких дел, да, и у него прямо, ну, наверное, рояль или какой-то клавишный инструмент. В чем вы звезда по-настоящему? Или в чем ваша звездная суть или сущность? Ну, смотрите, здесь немножко, конечно, такое нетрадиционное, да. Ну, во-первых, вы звезда в нетрадиционном каком-то направлении. То есть вот там, где нетрадиционно, там ваше.
нестандартность, креатив. Вы звезда креатива, вы, возможно, и рок-звезда, возможно, вы действительно какой-то общественный деятель, может быть, вы звезда в плане организации праздников, и вообще вы звезда, вы можете дать человеку то, от чего он будет счастлив. Вы можете дать ему кайф и ощущение счастья хотя бы на миг. Вот на рок-концерте обычно люди там впадают в какой-то транс такой роковый, да, и ощущают вот этот момент счастья, да. Вот ваше искусство заключается в том, что вы можете необычным способом сделать человека счастливым. И это качество находится внутри вас. Почему мы, можем дать кому-то что-то? Потому что это есть внутри вас. Нас, да, вас. Хорошо. Если вы чувствуете хоть на секунду, да, какое-то счастье, да, вот сейчас внутри себя, то значит это так и есть. Оно внутри вас есть. 10 кубков. Окей. Хорошо. Вот мы опять вернулись к духу. О чем хочет еще предупредить сейчас, прямо сейчас, дух? Вас, нас, да, вот так. Вас. Отдохни. Тебе нужно срочно найти место силы, в котором ты сможешь хорошо выспаться, хорошо покушать, хорошо отдохнуть и быть просто в покое. То есть дух тебе говорит: успокойся. 9 кубков. И happiness — это все равно счастье, да? Поэтому, то есть здесь счастье, и 9 кубков — это такое личное счастье. Тебе нужно вот именно твое пространство для счастья. И тебе его не хватает. Может быть, тебе просто в конечном итоге просто нужно смириться, что ты можешь быть счастливым. Не должен быть счастливым, а можешь быть счастливым. И принять решение. У нас недавно был такой расклад. Но тут такая комбинация идет. И комбинации, я, поскольку работаю больше с критическими какими-то моментами, когда идут перегибы с энергиями, а здесь не то, что перегибы, здесь вот такая вот, как я уже говорил, синусоида, да, но здесь в чем проблема синусоиды? Да, вот если синусоиду делать из проволоки, то она рано или поздно сломается, да, если ее постоянно синусить. Вам уже нужно не синусоида, вам нужно прямая какая-то, да. Хорошо, но если синусоида есть, это еще хорошо, это значит сердце бьется и все у вас будет ок. Хорошо, от чего нужно освобождаться прямо сейчас? Проверяем. Почему спрашиваю так? Смотрите, рыцарь жезлов, мы откуда-то уходим, да, а здесь пустота освобождения. То есть от чего нужно избавиться? Что должно уйти, и оно вам и реальным балластом является для вас. Знаете, есть какой-то дьяволец внутри вас. Он есть внутри каждого из нас. Нету абсолютно святых людей. У нас ровно столько света, сколько и тьмы. Но тем не менее, вам нужно избавиться от дьявола. И вы сами знаете, какой это дьявол. В который раз повторюсь, это не диагностика на негатив. Но если вы вдруг чувствуете, что есть что-то нехорошее, темное, порченное, проверяйтесь. Это всегда можно проверить, проверяется, все проверяется. Но, тем не менее, избавьтесь от дьявола. Также, если откинуть магию какую-то, да, вот эти вот 2 карты, они тут есть, то дьявол — это цель, да. Возможно, пока что цель может быть поставлена на паузу. Возможно, вам нужно расторгнуть какой-то договор и не стремиться двигаться сильно далеко. Или выплачивать все долги сразу, потому что это долг, да. Может быть, избавиться от курения, от алкоголизма, от каких-то веществ, от какой-то привычки. Действительно, там, например, любые привычки, которые вас напрягают. Окей? И, может быть, нужно действительно избавиться от обещания, которое вас реально там... реально оно вас плющит уже, это обещание. Дьявол, то есть избавляйтесь от дьявола. И каждый сам знает, вот хорошо, особенно в тишине, он слышит голос этого дьявола, поэтому от него нужно избавляться. Хорошо. Как действительно вы, давайте так скажем, вы не должны выглядеть как-то, а как вы можете себе позволить выглядеть? Почему, я спрашиваю? Помните, я говорил, что вы где-то, вас дергает за живое, да? Давайте даже спросим, в
В чем ваша уникальная особенность? Вот, знаете, есть какое-то такое отклонение, оно уже может быть где-то фриковатость, да, вот в чем ваша такая нестандартная особенность, которая может быть вашей тенью, и вы ее не замечаете. Слышите, да? Или же это слепое пятно, которое вас триггерит, раздражает, оно вас цепляет. Но на самом деле оно может служить вам некую пользу. Итак, в чем ваше слепое пятно? Чему вы не замечаете, но оно вам может принести пользу? Слушайте, так вы фантазер, вы дример, вы фантаст, вы выдумщик, может быть, вы даже гадалка, гадатель, таролог, там, ну такое, да, то есть, хотя таро это не выдумщик, да, это умение, действительно, это очень сложная на самом деле работа, труд, да, даже это труд, это не работа. Давайте так скажем, вы фантазер высшей категории, и вас это раздражает, может быть, вас называют часто вруном, брехуном, да, может быть. Вот. Или вы действительно ищете правду и обвиняете тогда других, но вы сами такой. Если вы сильно обвиняете в неправде, да, то это обратная сторона, ваш дьявол, ваша тень. Поэтому смотрите, вы фантаст, вы сочинитель, вы фантазер, вы брехун в хорошем смысле этого слова, вы человек больше творчества, вы человек абстрактного, иллюзорного. Вы, может быть, где-то философ. Вы человек, который больше вот вы именно гуманитарий. Хотя вы при этом обладаете очень офигенным интеллектом и очень большим огнем. То есть вы этим еще и управлять умеете. Помните, мы вытащили сегодня с вами две карты. Императора, власть, да, и искусство. Так вот, посмотрим, где они выпадут и выпадут ли эти две карты. Да? Соответственно, что является вашим слепым пятном? Это ваши мечты и ваше умение представлять нечто абстрактное, но потенциально вы это можете материализовать. Ведь дьявол – это архитектор материального мира, не духовного. Соответственно, вы из абстрактного можете сделать материальное. Как это происходит? Это уже вопросы вашей магии, которая здесь находится рядом, и она управляемая. У вас есть некие, давайте так скажем, волшебные рычаги, волшебные жезлы или волшебные палочки. Они у вас есть. Возможно, вы просто в них пока еще не готовы поверить. Хорошо. Какая магия окружает вас прямо сейчас? Вас может разрушающая магия окружать и темная магия. Пятерка мечей. Магия неудач, поражений и потерь. Она также может быть вызвана, это магия, поскольку магия – это проявление энергии, всегда знайте об этом. Она может быть вызвана тем, что вы во что бы то ни стало пытаетесь добиться чего-то. Из-за вашей хватки. Из-за того, что вы схватились, вцепились, ну вот как я говорил, доказываете, пытаетесь контролировать, управлять, гореть, блестеть и при этом все понимать. У вас должна быть отпущена хватка и отпущен контроль. Тогда вы сможете пройти эту магию не только с потерями, но и с выгодой для себя. Соответственно, вас окружает негативная энергетика не только потому, что все вокруг плохие, а потому что вы вцепились в что-то и во что бы то ни стало хотите этого достичь. Подумайте о чем, потому что здесь и дьявол рядом, где-то иллюзия может быть того, во что вы вцепились, оно иллюзорно. И может быть вы действительно отдаете прямо всю энергию в выигрыш, а там выигрыша уже нет. Или вообще не было априори. Понимаете? Окей. С чем стоит смириться прямо сейчас? Да, вот смирение, ваша точка смирения. В чем она заключается? Двойка жезлов. Прошлое не изменишь. Прошлое не изменишь. Смириться нужно также с тем, что есть причина, есть следствие, и за все нужно платить. Вот она карта, пятерка мечей.
Есть причина и следствие, есть расплата. Но нужно смириться с тем, что как бы не было дорого или как бы не было больно за расплату, и как бы не вернешь прошлого, но тройка жезлов-то и присутствует, да? Поэтому какая бы ни была власть над вами, каких-либо энергий, какой бы вы властью не обладали, перспектива у вас всегда есть. Слышите? В чем может быть действительно ваше счастье? Как оно еще может проявляться? Вот сейчас, на здесь и сейчас, это правда. Счастье в правде, в доверии и в покое. Услышьте. Смотрите. Правда, доверие и покой. Больше ничего не надо. Может быть еще место силы рядом. Здесь 4 мечей. Правда, доверие, покой. Правда, доверие, покой и место силы. Окей? Запомнили? Вот напишите мне, пожалуйста, в комментарии алгоритм вашего счастья, чтобы я увидел, что вы действительно понимаете, о чем. Вы можете написать «правда это», написали, что для вас правда, «доверие это», написали, что доверие, «покой это» и «место силы это». Тогда будет вообще прекрасно. Окей. Где ваше место силы? Или в чем оно выражается? Где место силы и в чем оно выражается? Это дух вам подсказывает. Ваше место силы находится внутри вас. По Фрейду ваше место силы – это оно. Может быть, ваше место силы – это книга, прочитанная книга «Я и оно» Зигмунд Фрейд. Но ваше место силы – это тень. Ваше место силы – это ваше бессознательное. И ваше место силы – это то, против чего вы идете. Еще мало того. Обычно это негативные эмоции, которые вы, возможно, либо сильно контролируете, либо вообще не можете никак контролировать. Да? Они вырываются наружу. Но тем не менее, это где-то может быть и вашим местом силы. Быть плохим для вас это тоже место силы, но если это в конечном итоге не разрушает вас. Напротив, быть очень хорошим для вас не есть место силы, когда это вас разрушает. Особенно если этим очень умело кто-то пользуется. Услышьте. Хорошо. От какого обещания вам нужно освободиться? Почему освободиться? Смотрите, идем прочь, обнуляемся и обещания. Или какое обещание или какой договор вас реально не играет для вас уже роли и является для вас якорем. Давайте так скажем. От чего нужно освобождаться? Смотрите, во-первых, нужно освободиться от клятвы какой-то. Вы кому-то поклялись. Это раз. И, возможно, нужно освободиться от той программы, особенно родовой программы. Эта карта программная, и она относится к роду, если она негативная. Вам нужно освободиться от замкнутого круга негативных событий. И что такое, если это союз, да, то это о чем? Вам нужно освободиться от работы, которая вас угнетает, именно от работы, и перевести себя в разряд самозанятости, бизнеса, условно говоря. Да. Вам нужно избавиться от коллектива, который вас окружает, и, может быть, от родственников или от родовых программ, действительно, тех родственников, если вы смотрите с точки зрения магии, потому что меня часто смотрят больше с магических, энергетических моментов, чем с бытовых. Окей. Хорошо, если вы от этого освобождаетесь, к чему тогда, о чем можно начинать мечтать, да, или на что можно начинать настраиваться, да, к чему стоит стремиться, да, мечты ваши. Ух ты! Во-первых, нужно настраиваться на выздоровление, на исцеление. Но первое, что у вас здесь, это энергетическое выгорание. Помните, да, с чего мы начали? Во-первых, это выздоровление. Второе.
Это карта о детях, о материнстве, ну, диада, мать, дитя, да, и мы всегда, когда ее видим, мы говорим о том, что о спокойствии, да, каком-то. То есть вам нужно мечтать. Если вы планировали ребенка как женщина, пожалуйста, об этом вот лучше туда, да. Можно мечтать о том, что с вашими детьми все будет хорошо. Это очень хорошая карта о будущем ваших детей, если они уже есть. Если вы мужчина и хотите ребенка, ну вот, пожалуйста, об этом уже можно задумываться, да, прямо сейчас. Ну, и о выравнивании отношений между мамой и детьми, особенно если вы мама, или если вы ребенок и у вас с мамой какие-то проблемы были, или родовые программы, особенно по линии матери, здесь можно мечтать выравнивать, да, или восстанавливать. Как минимум можно мечтать о благоденствии, о заботе, о прибыли, об успехе и о успехе ваших детей и вас как родителей. Ну, о семейном благе тоже можно мечтать. Чем стоит жертвовать? Чем стоит пожертвовать? Услышьте, вот эта карта, это вертикаль. Чем стоит пожертвовать? Четверка монет. Пожертвуйте те деньги, которые вы, знаете, экономили так, что прямо аж... Это карта, четверка монет, это карта застоя финансового. Пожертвуйте отложенными деньгами, но не всеми, условно говоря, да. Четверка монет, по-другому никак. Это именно деньги или ценности, которые пожертвуете ценностями, материальными ценностями. Ну, давайте, украшениями, например. Или там, условно говоря, $400, да, вот 4 монеты, это $400, которые у вас лежат в тумбочке всю жизнь. Но они не двигаются, как кубики, понимаете, да, вот чем стоит жертвовать, это сбережениями, которые не приносят вам жизни. Да потратьте вы их на себя, в конце концов, да, вот как вариант, да, там, купите вы на них, на эти там 4 единицы, да, там, может быть, это 400, может быть, это 4000, я не знаю, ну, это может быть любая сумма, да, которая для вас там, она такую ценность прям имеет. Вот. Потому что иногда до абсурда, вот я же читаю, ну, как бы мне пишут запросы, и я там такое читаю, что, ну, можно реально написать какую-то книгу уже из вот этих запросов, да, такие истории пишут люди, что, ну, оно нигде не помещается, ни в какой логике, понимаете. Потратьте ту сумму, которая логически укладывается в вашу логику, ну не логически, а естественным путем укладывается в вашу логику для того, чтобы вы почувствовали течение монет. То есть нужно пожертвовать застоем материальным. Начните тратить деньги, чтобы они начали вам приходить. То есть должен быть запущен финансовый канал. Я вот вам обещал пару месяцев назад сделать обряд на запуск финансового канала. Вот мы все-таки его сделаем на растущую луну. Подождите, потому что сейчас я немножко не успеваю, да, обстоятельства. Но я обещал, я обязательно сделаю. Окей. То есть пожертвуйте тем, что застоялось. Ну и здесь еще такое: выбросьте весь хлам из вашего дома. Ненужными вещами пожертвуйте хотя бы для начала. Научитесь избавляться, чтобы прибавлялось. Слышите? Хорошо, какая власть или власть чего очень сильно тормозит вас? Тормозит. Видите, двойки идут. А десятка здесь 14 и не дает открыться вашему потенциалу, искусству. Ну, какая власть? Власть, именно власть, социальная власть, политика вас тормозит очень сильно, социум вас тормозит. И желание доказывать что-то, желание доказывать и отстаивать свои права, возможно. Слышите, доказывать или отстаивать, тут уже вы сами определяетесь. Поэтому какая власть? Политика. Социум, власть политики, власть социума. И действительно, власть ваша над тем, чтобы, может быть, вы пытаетесь контролировать и доказывать. Окей. Видим мы этого короля жезлов. Это счастье и смирение. 14. В чем суть вашего искусства? Искусства, партнерства.
То есть я сейчас говорю, в чем суть искусства ваше взаимодействие с мужчиной и женщиной. Я имею в виду о партнерстве, где в личной жизни мужчина-женщина, партнер-партнерша. В чем это искусство? В чем вы преуспели, в чем вы звезда? Или что вам стоит дорабатывать, если что, если вам этого не хватает? Вот она власть, а вы контролер. Вот. И здесь, если это хорошо, этого контроля хватает, то это хорошо, но обычно эта карта очень жесткая. Вы звезда контроля, тотального контроля и правил. Ну, либо наоборот. И это вам либо вредит, либо вам нужно действительно с этим работать и как бы свою самооценку повышать. Поэтому, с одной стороны, вы беспощадный диктатор, а с другой стороны, вы бескомпромиссный раб системы. Да? Но, скорее всего, вы больше диктатор, чем раб системы. Потому что здесь много темного у вас, да, идет. Оно прорывается, но с этим тоже можно работать. Хорошо. В чем суть самой темной вашей стороны? Смотрите, здесь диктатура и деспотия, а здесь темная сторона. И здесь четверка мечей. Это усмирение и мир. А девятка это какой-то, попытка найти компромисс, что ли. В чем суть самой темной стороны вашей? Принцесса кубков, это паж кубков. Но это истерики или неконтролируемые эмоции. То есть неадекватные эмоциональные состояния. Либо манипуляции эмоциями. По-другому я здесь ничего не скажу. Если это про вас, напишите, да, это про меня. Если не про вас, ну, что ж, бывает такое, что и не про вас. Вы же не всегда себе скажете правду, да, с первого раза. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим, как в ближайшее время изменится ваша судьба. Проверим вот это колесо фортуны. В какую сторону поворачивает судьба. И здесь туз мечей. И здесь очень много движения, понимания, ясности. И судьба вам преподносит шанс пройти через игольное ушко, да, через игольное отверстие. Ну, смотрите, судьба дает вам возможность понимать, как двигаться дальше. И у вас появится очень много движения. Именно физического движения. Вы начнете активно двигаться вперед, и будет прорыв, может быть, в том направлении, в котором вы действительно мечтали. Учитывая, что тут самолет, может быть, действительно будет какая-то поездка, документы какие-то, решения. И, то есть судьба заставит вас активно двигаться и решать очень большое количество задач. А энергии у вас может не хватить, поэтому вам и расклад говорит, а ну-ка успокойся, да? А ну-ка начни накапливать энергии. То есть, по сути, расклад вас готовит к какому-то очень серьезному приключению. Хорошо. Как будет с детьми вашими? Давайте посмотрим, что у ваших детей будет. С вашими детьми будет все по справедливости и по закону, если они придерживаются справедливости, закона земного и высшего закона. Сейчас я хочу спросить у высших сил про четверку монет. Что вам придет на смену того, что вы будете готовы пожертвовать? Но эта карта здесь работает только в том случае, если вы написали в комментарии, что вы готовы, чем вы готовы пожертвовать. Поэтому прежде чем смотреть, поставьте на паузу, напишите, чем вы готовы пожертвовать. А потом снимите с паузы, и я вам открою, что вам придет на смену того, что вы пожертвовали. Итак, вам нужно было пожертвовать чем-то материальным, и вы написали, что это именно там деньги, драгоценности, хлам какой-то, ну и так далее, вещи какие-то там, что угодно. Здесь что приходит вам взамен? Перемены к лучшему. Вы начнете активнее двигаться, о чем говорит туз мечей. У вас будет активнее продажи, у вас будет активнее торговля, у вас будет активнее прибыль, ваше здоровье начнет улучшаться. Все благодаря тому, что вы начнете активнее двигаться.
Особенно хорошо для тех людей, которые страдают проблемами с опорно-двигательным аппаратом, да? И особенно если люди ограничены в передвижении в каком-то. Может быть по закону, может быть по обстоятельствам, да, ну, в связи с чем угодно. Может, вы просто дома сутками сидите, да, из-за того, что там, вам кажется, что вас кто-то преследует. А может, уже он вам не кажется, а может, вы уже давно в розыске, к примеру, да, как вариант, да, вас разыскивают, а вы не знали, например. Смотрите, вот здесь вот какая-то вот защита, да, с одной стороны. Защищать, отстаивать права. За что придется бороться, давайте спросим. О, здесь рыцарь кубков. А рыцарь кубков – это отношения, чувства. Побороться придется за мужчину, за женщину. И здесь и за мужчину, и за женщину, потому что здесь он партнерша сидит, забитая татушками. Прекрасно. Поэтому, если будете бороться за мужчину или за женщину, обязательно пригласите его или ее в бар и закажите вот такое вот зелененькое с лаймом на кончике стакана. Какую власть вы скоро обретете, но с какой властью вам и придется смириться. Вы обретете власть над спокойствием и над спокойным восприятием того, что вас окружает. И это больше не будет вас разрушать. Все, что будет приходить в вашу жизнь, будет фильтроваться через некие барьеры, возможно, энергетические, физические или магические. И вы обретете власть над защитой своих нервов, своих эмоций, а также обретете власть над контролем. И вам придется смириться с этим и успокоиться по-настоящему. С точки зрения духа, какой сюрприз приятный готовит вам судьба в ближайшие дни? А здесь выход из очень-очень сложной ситуации. И благодаря именно этому выходу, именно эта подсказка, именно решение этой ситуации в ближайшие дни, месяцы, а может быть даже до конца этого года поможет вам изменить вашу судьбу до неузнаваемости, притянуть в свою жизнь мужчину или женщину, успокоиться по поводу того или иного вопроса, связанного с властями и государством, успокоиться и не истерить, не впадать в крайности, не осуждать кого-то, избавиться от своих дьяволов и полностью забить на какой-то проблемный вопрос, не доказывая никому свою правоту или чью-то неправоту. У вас решится позитивно вопрос с судами, вы решите вопросы с перелетами и отобьете от себя все нападки. Главное двигаться, не сидеть на месте, верить в лучшее и знать, что прямо сейчас на этом раскладе уже произошла настоящая магия. Ключ, замок, язык, амен. Так было, так есть и так будет. И посмотрите через 2 месяца или до конца года, к чему приведет вас этот расклад. Загадайте желание прямо сейчас. Загадали? Оно обязательно сбудется. Услышимся. Па-па.